Я приветствую всех на нашем канале. Нас как-то спросили под видео, чем мы занимаемся в Испании, на какие деньги мы живем, что у нас за работа. И мы, собственно говоря, сегодня решили записать такой ролик, рассказать вам немножечко о нашей занятости, наверное. Вот, собственно говоря, тема будет, наверное, такая. Назовем ее так: работа в Испании, чем мы занимаемся, на какие средства мы живем. В общем, что-то около этого всего. Для начала я хочу сказать, что вообще мы находимся в Испании постоянных 6 лет. 6 лет мы здесь живем безвыездно практически. Иногда выезжаем, я имею в виду путешествия, конечно, мы выезжаем, но в целом мы живем здесь 6 лет. 6 лет у нас была виза без права на работу. Вы, наверное, знаете, кто резиденты Испании, кто здесь уже живет. Она так называется, темпорального лукратива. То есть мы приезжали сюда как финансово обеспеченные граждане, то есть мы жили на свои средства, которые они у нас были положены в местный испанский банк. Это тоже иногда спрашивают, как, что. Но еще хочу сказать, что вообще, и до этого мы 2 года ездили туда-сюда, то есть у нас 8 лет, можно сказать, такой жизни в Испании, и именно континентальной Испании, а саму Испанию мы знаем 15 лет. Мы начинали с Канарских островов, я уже это рассказывала, кто смотрит наш канал, тот знает. Темпоральный лукратив, дорогие друзья, кто не знает, я скажу, что это виза без права на работу, ВНЖ без права на работу, 5 лет на нас это распространялось. Соответственно, 5 лет мы не могли работать на территории Испании, соответственно, мы здесь 5 лет не работали, соблюдая это законодательство Испании. Но мы имели дистанционный бизнес, который оставался у нас в Санкт-Петербурге. Это электротехническая компания. Мы работали с ведущими, наверное, строительными компаниями. Мы обеспечивали их разными электротехническими товарами, в том числе. Как раз мое направление, я работала с бумагами, связанными с отгрузками этими по поставкам материалов. И также Алексей занимался направлением, он создавал различные уникальные проекты, он занимался тем, что внедрял солнечные электростанции, как это возможно в северном регионе, какие-то тоже интересные инновационные моменты, зарядные станции для электромобилей, то есть все это было там у нас тоже в Санкт-Петербурге, насколько это возможно в северном таком регионе, где недостаточно много солнца, но были партнеры, которые работали в разных регионах, в том числе и в солнечных на территории Российской Федерации. Этим мы занимались много лет, у нас была своя компания, достаточно все успешно и хорошо. Алексей, он имеет соответствующее образование. Он заканчивал университет Санкт-Петербургский инженерно-строительный по как раз этой направленности, инженер-электрик, то есть это энергетическо-электрический факультет. Я сейчас, может быть, немножко перевру его название, но тем не менее суть остается сутью. И работал до этого в строительном холдинге, ведущем строительном холдинге Санкт-Петербурга, 20 лет точно, и именно возглавлял, как руководитель, возглавлял энергетическое направление, электрическое направление в строительстве огромных комплексов. А я, собственно говоря, тоже заканчивала университет Санкт-Петербургский, факультет менеджмента и экономики, и далее специализировалась уже на рекламе, поэтому какие-то такие сферы деятельности у нас перекликались. И у нас была, как я уже сказала, своя электротехническая компания, которая успешно развивалась в Санкт-Петербурге. Приехав сюда, мы, собственно говоря, и продолжали, особенно Алексей, продолжал работать дистанционно с этой компанией, со строителями, с направлениями различными, создавал какие-то проекты уникальные и так далее. В 2022 году, как я уже сказала, мы приняли решение продать эту компанию. И сейчас, получив уже некоторое время назад, прожив 5 лет, мы получили право на работу. И, соответственно, логически стало понятно, что это направление, оно само по себе перешло и сюда, на территорию Испании. На самом деле, я могу сказать, что это не произошло через 5 лет. То есть, когда мы уже здесь были, жили, Алексей сразу сказал, что я буду здесь заниматься именно этим направлением в дальнейшем. И связаны именно с зелеными технологиями. Потому что здесь с возобновляемыми источниками энергии. Здесь очень много солнышка, друзья. Здесь много солнечных дней. И здесь, как говорится, сам Бог велел этим заниматься. Оно все предрасполагает к этому.
И оставалось только выучить сына в этом направлении. Он у нас как установщик солнечных, так сказать, плантаций, солнечных станций, солнечных панелей. Его образование на этом не останавливается. Конечно, мы все движемся вперед. Начинали наши дети изучать именно науки здесь с изучения, с плотного изучения испанского языка. Без него уже никак в другой стране, особенно вот в Испании. Поэтому все оно, понимаете, шло как-то логично, все оно не пришло вот просто ниоткуда. Мы не выбирали это направление, связанное с зелеными технологиями, как новомодное или то, которое приносит какую-то прибыль, но не являющееся нам близким. Для Алексея это вообще логично было, потому что это его профессия. То есть это его профессия, он этим занимался всю жизнь, он знал, что он этим будет заниматься здесь. Нужно было только время. Время – это язык, это право на работу. Стаж 30 лет. Стаж 30 лет, да, у Алексея в этой сфере, поэтому оно не родилось из того, что вот все занимаются, и я буду заниматься. Наверное, самое лучшее – это когда ваше хобби становится вашей профессией, и наоборот, то есть профессия и хобби все сочетается. У Алексея это профессия, и ему это интересно, ему это как хобби, подтянулся старший сын. Ну, а я немножечко в сфере рекламы здесь, что-то снять, что-то рассказать, что-то показать, какие-то, может быть, посты сделать. И в том числе эта тема, конечно же, нам близка. Она стала нашей уже такой семейной, семейный бизнес. И здесь оно тоже, вот так и родилась, наверное, компания. Эта тема вынашивалась давно. Я не буду сейчас говорить про учредительство, про документы, что, кто, с кем. Но, тем не менее, родилась компания, которая называется SolarLine. Посты вы видите. Мы никого не рекламируем. Мы рекламируем в этих постах компания SolarLine. Мы рекламируем себя, свою компанию. Мы не являемся посредниками какими-то, нам говорят, вы кого-то рекламируете или вы сами работаете. Мы не посредники, имеет наша компания, наверное, партнеров каких-то, те, которые тоже занимаются в этом. Это мы не можем сказать, что это конкуренты. Мне не нравится это слово, Алексею не нравится это слово. Наверное, это партнеры, это такие же люди, увлеченные тоже тематикой. Какие-то есть точки соприкосновения, какие-то есть взаимодействия. Есть совместные какие-то проекты с другими компаниями, которые тоже работают в этой сфере. Поэтому, дорогие друзья, отвечаю вам на вопрос, чем мы занимаемся в Испании, где мы работаем, что мы делаем, на какие средства существуем. Я уже сказала, ранее мы жили на средства в дистанционном бизнесе, затем мы его продали. Ну, конечно же, это наши не единственные источники дохода у нас разные, но здесь, на территории Испании, мы легально занимаемся тем, что я вам уже сказала. Мы организовали компанию SolarLine, которая работает и функционирует некое время. Мы занимаемся тем, что мы развиваем эту компанию. Эта компания предлагает установку солнечных электростанций для дома, для бизнеса, как инвестиции, в том числе установка каргадоров, то есть это зарядные станции для электромобилей, в том числе создание уникальных индивидуальных проектов в этой сфере. Этим занимается Алексей. Я вам уже его презентовала, что он уникальный специалист в своей сфере. Он имеет соответствующее образование, опыт работы, и ему, самое главное, это интересно. Каждый проект для нас индивидуальный, со всеми клиентами он индивидуально работает, патронирует, отслеживает все время информацию о том, как работают солнечные электростанции. То есть наши клиенты, которые к нам приходят, они уже взаимодействуют достаточно плотно с нами, они могут получать информацию даже по другим каким-то вопросам. Помимо солнечных электростанций для дома, для бизнеса, помимо установки зарядных станций для электромобилей, помимо вот этого всего индивидуального проекта, монтажа, патронажа дальнейшего, аналитики дальнейшей, эффективности работы солнечной электростанции для дома, помимо этого предлагаем еще мы и использование солнечной энергетики как инвестиции, то есть создание инвестиционных проектов, то есть солнечных огромных плантаций в качестве инвестиций. Есть здесь один момент, я уже рассказывала на втором нашем канале, смотрите ссылочку на него.
него вот здесь вот выше. Канал называется ГЭС Электро. Почему он так называется, я вам тоже расскажу как-нибудь в отдельном видео. Пусть это останется маленькой интригой. Что же это за ГЭС Электро? Помимо этого, я там уже рассказывала, что цены сейчас упали немножко на продаваемую, вырабатываемую солнечную энергию. Если вы хотите использовать это как инвестиционный проект в качестве выработки энергии и продажи ее, сейчас упали цены, но есть возможности зарабатывать на этих солнечных плантациях. Очень интересные возможности, которые мы также рассказываем нашим клиентам. Кто у нас главный ведущий специалист? У нас Алексей. То есть он делает проекты, он выезжает на объекты, он анализирует, делает какую-то аналитику, предлагает удобный вариант для каждого индивидуального случая, наверное, потому что случаи все разные. Также мы имеем других каких-то членов нашей команды, которые каждый занимается своим направлением. Есть прекрасные люди, которые замечательно монтируют эти солнечные панели. Есть люди, которые делают посты, аналитику и программное обеспечение для всего этого нашего направления, нашей компании. Есть замечательные партнеры, с которыми мы тоже функционируем на нашем побережье Коста-Бланка в той или иной манере. То есть либо мы им оказываем поддержку, помощь, аналитику или монтаж, либо они нам каким-то образом. Это партнеры. Это люди, которые команды и другие компании, которые работают в этой же сфере. Старший пошел в парикмахерскую стричься в салон, да, он все время ходит к этому мастеру. Мастер, он, по-моему, из Марокко, да. И такой мастер, который уже, он много лет здесь живет, у него своя студия парикмахерская, и у него работают какие-то еще мастера уже теперь. И он говорит, что это у него семейное, и папа, и дедушка, они все вот пелукеры, то есть они все стригут, все прекрасные, значит, делают замечательные стрижки там у себя в Марокко. Вот, он с детства знает вот это все, но суть не в этом, суть в том, что он говорит, как мы взаимодействуем с нашими, в нашем понимании, как мы говорим, конкуренты, да, у них это партнеры, наверное, коллеги. Он говорит, как мы взаимодействуем, если я там заболела или у меня что-то случилось, есть запись, но парикмахерскую приходится закрывать, когда он работал один, то я всегда взаимодействую с теми, которые вот рядышком находятся. Мои коллеги, я им звоню быстренько, там говорю, Ахмед, ты не возьмешь моих, значит, клиентов подстричься, он берет. У нас как бы сохраняется вот эта вот клиентская база, но при этом он не перетягивает никогда к себе клиентов. Он все равно сохраняет вот этих клиентов, то есть он оказывает услугу и не перетягивает к себе клиентов. То же самое происходит и наоборот. Если у моих коллег происходит какой-то ЧП, то я там могу подстричь, побрить их клиентов. То есть вот так. При этом сохраняются добропорядочные отношения. Никто ни у кого клиентов не отбивает. Все работают в одной связке, взаимодействуют. Так что, дорогие друзья, если вас интересует вот эта сфера установки солнечных электростанций, солнечных панелей, как говорят, да, у себя в доме, в частном доме, это может быть просто урбанизация, но если у вас есть верхняя, так сказать, крыша, эксплуатируемый соляриум, то там тоже можно в большинстве случаев устанавливать солнечные панели, либо это если дворик у вас есть, тоже солнечный. Если вас интересует именно индивидуальный такой проект, если вы хотите создать себе красивый, в том числе внешний вид. Я знаю, что женщинам интересна очень эстетика важна. Это вот эти перголы, которые создаются для того, чтобы устанавливать сверху солнечные панели. Женщинам нам действительно важно, чтобы это было не только функционал, но еще и эстетика, и эргономика. Поэтому, если вам это интересно, то обращайтесь к нам. У нас есть такие же тоже наработки с красивыми перголами, которые доставят вам не только функциональное там назначение, функциональное как бы значение для вас принесут, то есть установка автомобилей снизу, да, или еще что-то, но и будут вам еще и какую-то эстетическую такое удовлетворение нести. Планируете покупать электромобиль, установка зарядной станции для электромобиля. Если вы хотите инвестировать в эту сферу, если вы хотите, чтобы ваши инвестиции действительно приносили вам деньги, какую-то прибыль, есть у вас какие-то свои задумки в этой сфере, вы обращайтесь смело к нам, в нашу компанию SolarLine. Все полезные ссылки будут в описании к этому видео. Есть у нас WhatsApp, есть сайт на испанском языке в том числе.
сказать, что мы не только устанавливаем сами вот эти электростанции, да, для дома, для себя любимых, но если у вас они не легализованы, если у вас нет отдачи в сеть, то есть вы не зарабатываете на этом, вы не продаете эту лишнюю электроэнергию, вот, то можете тоже обращаться, мы поможем вам легализовать, поможем вам все-таки это как-то монетизировать, чтобы это не только было у вас на освещение своего дома там, или охлаждение бассейна, или обогрев, не только на полив сад, то есть не только вы получали свою какую-то помощь для своего дома в качестве вырабатываемой электроэнергии, но чтобы вы могли, то есть не только бы вы экономили на электроэнергии, но чтобы вы могли на этом еще как-то зарабатывать. Есть пути легализации и продажи электроэнергии, есть еще одни варианты, которые мы рассказываем, да, своим клиентам. Некоторые люди обращаются к нам, когда вот станция работает неэффективно, нужно что-то там доустановить, нужно что-то оптимизировать, или здесь очень популярна тема, когда не совсем эффективно было установлены солнечные станции, и в связи с тем, что морской климат, что-то проржавело, что-то надо заменять, ветра, панели улетают, есть какие-то ошибки, случаев таких очень много, есть такие случаи, которые показывают сами испанцы, что вот у кого-то что-то улетело. Это все-таки монтаж, наверное, страдает, но, тем не менее, человеку уже не важно, как ему смонтировали до этого, ему важно все это восстановить. Если такой случай есть, наверное, то тоже в том числе и мы можем быть вам полезны. Наша компания SolarLine. Дорогие друзья, смотрите следующее наше видео. Мы как раз в нем расскажем о том, какое есть еще одно направление инвестиций, как и на чем можно зарабатывать деньги. Поскольку вот эти солнечные электростанции установленные, большие плантации, они могут сейчас приносить меньше прибыли, и инвестиции ваши будут возвращаться гораздо дольше, то есть это не совсем может работать эффективно. Есть вариант их использовать гораздо более эффективно. Вот в следующем ролике Алексей как раз поделится с вами этим моментом. И вы, если вы планируете проинвестировать, вы можете вот это все дело с помощью нашей компании SolarLine, в том числе можете все это дело внедрить в жизнь для того, чтобы зарабатывать деньги, и инвестиции ваши работали правильным образом. После выезда на объект, после определенных замеров, после определенных вопросов и ответов, что именно вы хотите, что вам именно надо. После этого специалист уже знает, в каком направлении двигаться, что вам предложить, и после этого рассчитывается уже определенная цена. Но помните всегда, дорогие друзья, что мы готовы отвечать на вопросы, мы готовы беседовать, мы готовы тратить на это время, но время, оно у всех не бесплатное, оно, конечно же, самое ценное, что есть у человека, поэтому все, конечно, вопросы и все расчеты, это, есть лимит каких-то просто времени поговорить, но, тем не менее, помните о том, что если мы просто разговариваем или просто считаем вам проект бесплатно, то в этот момент мы все-таки тратим свое время, и мы не додаем что-то клиенту, который уже ждет установки, который уже заплатил нам деньги, который уже вложился в эту сферу. И вот это обязательно учитывайте, когда вы просто просите проконсультироваться, когда вы просто говорите, просто приедьте, посмотрите, я через 10 лет решу, что время у всех у нас стоит, все-таки это самое ценное. Жизнь проходит, время идет, и нужно тратить это все с толком, с делом, с расстановкой. Конечно же, консультации у нас для наших клиентов, которые устанавливают, так же, как и проект, бесплатные, но если вы просто хотите заказать проект, то это стоит определенного материального вознаграждения, у нас есть определенные расценки на это. Вы можете заказать проект, просто оплатить, купить этот проект у нас, установить уже тогда, когда вы хотите. Собственно говоря, это та тема, которую я вам хотела рассказать сегодня. Мы находимся в прекрасном месте, за моей спиной шикарное наше Средиземное море. Опять-таки сейчас апрель месяц, но светит солнышко. Выработка электроэнергии идет очень хорошая. Наши клиенты, многие получают очень хорошие фактуры. Экономия идет великолепная, но мы, конечно, с удовольствием бы вам показали счастливых клиентов, но не все клиенты медийные, не все могут или хотят показывать себя в кадре, но мы как-нибудь сделаем вам соответствующий отчет их фактур.
без указания адресов и так далее, где покажем вам эффективность работы вот таких солнечных домашних электростанций, и выгоду расскажем вам, и покажем, и вы все будете видеть сами. Так что, если вам интересна эта тема, обязательно обращайтесь к нам, обязательно задавайте свои вопросы, подписывайтесь на наш канал, еще в том числе и ГС Электро. И ждем вас в следующих наших роликах. Немножко мы вам приоткрыли вот эту завесу, где мы работаем, чем занимаемся и так далее. Если вам интересна тема вообще работ, тема заработков, тема рабочих мест, обязательно пишите. Мы разовьем эту тему дальше и расскажем вам о всех вакансиях в сфере, в том числе этого бизнеса, да, о том, как люди находят работу, как люди открывают, что для этого нужно. Вот, может быть, мы поговорим с вами на эту тему. Ну, а с вами была я, Татьяна. Мы из Испании, или мы в Испании канал. Вот, и, соответственно, всем удачи, добра, по нашей традиции, хорошего настроения. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик, рекомендуйте нас друзьям. Все, пока-пока. Адьос, амигос. Для вас Средиземное море.